Всем доброе утро. У нас сегодня холодно. 7 градусов. 7 градусов, ну такой прям дубняк. Мне нужно поехать купить краску. В магазине там еще кое-что купить. И отвезу зятю обед. Он сегодня на дежурстве. Все. Карина утром встала пораньше, обед сготовила. Хорошо, когда Каринка дома, я практически на кухне не бываю. Ну, пока она на работу не вышла. Они поехали по своим делам с мамой. А я по своим. Я еще думала, жилетку может одеть. А вышла. Так холодно. У нас всегда на 20 ноября, на зятя день рождения, выпадает снег. Всегда, вот уже сколько лет подряд замечали. Сейчас приеду домой, буду с занавеской заниматься. Вчера ничего не делала. Вчера мы с Лидочкой ездили, тоже выбирали в ванну зеркало. Так и не могли выбрать, куда мы еще вчера с ней ездили. Мы тоже по делам ездили. А сегодня, наверное, сейчас приду и начну сразу занавеску распарывать. Неохота, конечно, но надо. Ой, спортсмены. Все, переключимся. Я люблю в машине с музыкой ездить. Не могу в машине без музыки ездить. Переключимся уже дома. Купила краску. И у нас в Золушке продается таблерон. Правда, горького шоколада не было, но взяла молочный. Какой-то новый, вот этот я еще не видела с орехом. Это, наверное, какая-то новинка. Посмотрела, думаю, может какая-нибудь подделка. Нет, все, Швейцария, все как надо. И взяла любимкие колготки. Все. Теперь домой. Карина позвонила, сказала, купили маме куртку, она домой поехала, а Каринка гуляет там, что-то хочет еще себе посмотреть. Ой, я джинсы запачкала. Что, девушка, никто не хочет пропустить? О, джентльмен. На Кавказе даже в машине пропускают девушку. А в Москве даже в подъезд первую девушку не пропустят. Даже дверь не откроют. Люблю я Кавказ. Так не хочется никуда выходить, если честно. Проехала. Ногти сделала. У меня опять один раз через 2 дня ноготь отлетел. И сейчас опять вчера маме редьку мыла, у меня между гелем и ногтем попала грязь, так вот некрасиво. Надо, наверное, сначала списаться, а потом заехать. Ладно, как-нибудь уже в другой раз. Вот Анечка уехала, и все, мастера найти проблему. К одной пошла, не понравилось, вот ко второй пошла. Надо снимать ногти, и все. При том, что я сама ногти могу делать. Но себе, во-первых, неудобно, во-вторых, у меня уже что-то настроения нет эти ногти носить. Холодно, хочу домой. Сейчас домой приду, чая горячего заварю, крепкого, с таблероном. Девчонкам дам. Ну, Ларитка не будет, наверное. Ларитка сейчас у нас на ПП. А любимка у меня с удовольствием съест на молочный шоколад. Насчет таблерона вспомнила. У меня один знакомый был. И, все время вкусняшками меня кормил. Говорит, какой шоколад любишь? Я говорю, таблерон. Он говорит, первый раз такое слышу. Он говорит, я сейчас, привезу тебе. Весь Пятигорск он облазил. У нас раньше таблерон продавался только в метро.
занавеску. Сейчас мне Карина снимет. Странно, с этой стороны 14 сантиметров укорачивать нужно, а с другой стороны там сначала и 8, потом 11. Короче, это у меня на целый вечер работы. Пока только сегодня тюль, да? А штору завтра взять придет. Угу. Марка? Тут как тут? Все тебе надо, да? Сейчас я пойду шить, она со мной придет, сядет. Будет сидеть. Розу уже надо эти выкинуть. Мара, давай прыгай. Молодец. Ага. Какой раз кушаешь? А, Мара? Вот по такой мисочке она у нас, ну, 2 миски выедает, да? А ей положено вообще, ну, на 3 килограмма весит, 3 раза кормить по 20 грамм. 60 грамм. Она у нас переедает. 5 раз больше ест. Ну, аппетит как у хозяйки, что могу сказать. Любит сейчас занавеску зароет. Да, Мара? Ну, я теперь отсюда не выгонишь. Сколько метров, мам, у нас по занавеска? 10 метров распарывать. Еще было бы удобно, чтобы там по одной длине вырезать, а то у нас, по всей видимости, потолок кривой, и с одного конца 8 сантиметров, потом через метр 11 сантиметров, а с того конца 14 убирать. И неудобно. Кто-то звонит. Я открою, мам. В телевизоре звонят, а я бегу у нас открывать. Мне нужна резинка по-хорошему. Спицы раньше вязала. Пробор уже такой, краситься надо. Краску купила, на днях покрашусь. Ну что, начали? Начали распарывать. Отключусь, а то это монотонная такая работа, записывать нечего. Переключимся. Не буду я это делать, пойду лучше готовить. Есть в морозилке где-то креветки. Я лучше креветки вкусно приготовлю со спагетти. Это дело долгое, это дня на 2 точно. Будем готовить сейчас креветки. Вкусно ужинать. Так, доставая спагетти, это у меня редьку залила медом. Мама у меня кашляет. Еще вечером поделюсь вообще супер рецептом от кашля. Так, макароны я выпью. Так. Креветки. В прошлый раз, которые покупали вместе, они, правда, не сильно большие, но она сказала, они сладкие, продавщица. Это мамина знакомая была. Она говорит, я их покупала, они сладкие. Не такие большие, но должны быть вкусные. Сейчас попробуем. Поделиться хочу еще одним рецептом, хорошим от кашля. Ну, может быть, кто-то знает, но я все равно поделюсь. Так, для этого нам понадобится стакан молока, пищевая сода, сливочное масло и 1 яйцо. Сначала подогрею молоко, потом покажу дальше. Подогреваю молоко. Вот за раз сколько сможете выпить. Молоко я сильно так подогреваю, не обязательно его доводить до кипения. Так, в кружку разбиваем яйцо. А, забыла про мед. Еще, конечно же, сюда нужен мед.
Чайная ложка меда обязательно. Сюда же добавляем чайную ложку меда. Ну, это уже у нас растворится в теплом молоке. Соду я взяла не чайную ложку, а десертную ложку. Десертную ложку соды. И грамм, ну сколько тут, грамм 10, наверное, сливочного масла. Таким вот составом, таким молоком нас поила бабушка, когда кашляли в детстве. И молоко брала не коровье, а брала козье молоко. У меня с детства запах козьего молока. Мама у меня козье точно пить не будет. Маму мою лечить очень сложно. Она как ребенок. Если это выпить, будет хорошо. А я себе на ужин решила спагетти сделать. Карина гречку с мясом приготовила, гречку с мясом поели. Что-то я хочу что-то вкусненькое. Горячее молоко вводим потихоньку. И мешать самое главное, потому что у нас там яйцо, чтобы яйцо не свернулось. Ой, горячо. Все. Думаю, достаточно. Все, сейчас молоко минут 5 чуть-чуть подостынет. Я его, если честно, так сильно перегрела. И буду маму поить. И всем рекомендую. Рецепт действительно действенный, проверенный с детства уже на нас. Ну, лучше, конечно, не болеть. А если заболеете, лечитесь. С вами буду прощаться. Большое спасибо, что сегодняшний день провели со мной. Увидимся завтра. Завтра будем вместе опять распаривать и подшивать штору. Нет, завтра еще, я так думаю, буду распаривать и вымерять. Ну, посмотрим. До завтра. Чаюсь. Я же креветки себе готовлю. Ну, креветки, конечно, посоветовала нам мамина знакомая с магазина. Посмотрите, какие. Вроде в панцире. Не такие. Сколько нужно почистить креветок, чтобы поужинать вкусно. Короче, продолжаем. Я уже поставила на спагетти воду, закипятила. Креветки как семечки. Хорошо, что только одну порцию я на себя буду готовить. Мои все уже поужинали. Карина сказала, завтра будет без спагетти, без ничего, просто креветки, говорит. Приготовишь мне? Сейчас перед юбилеем все на диете. Никто лишнее ничего не ест. Ни пироженки, ни спагетти. А мне можно. Я так решила, что мне можно. Вода у меня уже... это включен свет. Вода у меня уже закипела. Так. Спагетти мне нужно ровно на одну порцию. Кушать буду только я. Я думаю, вот столько мне будет достаточно. Так, пока мои спагетти варятся, в сковородку добавляем сливочное масло. Вот это домашнее, посмотрите, желтое, это магазинное. Один зубчик чеснока. Так, где-то у меня есть оливковое масло. Оливковое масло добавим позже. Еще я нашла в холодильнике мартини.
Будем делать с сухим вином, с сухим игристым вином. Сейчас чесночок чуть-чуть поджарится. Все, масло разошлось. Сейчас можно добавить оливковое масло. Так, отправляем наши креветки. Креветки будут готовиться очень быстренько. Подрумянятся и готовы. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня сухой чеснок. А вот у меня есть прованские травы и сухой чеснок. Очень хорошо. Добавим еще сюда сухого чеснока. Я люблю, когда специи жарятся. Не в конце уже, когда готово добавлять специи, а когда они жарятся, они тогда больше открываются. Запах сногсшибательный. А зелень мы уже добавим попозже. Удаляем наш зубчик чеснока. И добавляем шампанское. Еще чуть-чуть. Сейчас 2 минутки еще потомятся в шампанском. И будем добавлять спагетти. Спирт, конечно, выпарится. Будет у меня ужин безалкогольный. Так, я, знаете, хочу, не вынимая спагетти, прям добавить их в сковородку. Получится у меня так? Как вы думаете? Конечно, получится. Еще пару минут, наш ужин будет готов. Вернее, мой ужин будет готов. Сейчас шампанское еще пару минут выпарится. Добавим трав прованских. Все выкладываем. Швейную машинку отодвинули. Будем ужинать. Вообще, я хочу вас спросить, как вы относитесь к мукбанкам? Я бы чаще снимала мукбанки. Мне кажется, это у меня будет получаться лучше всего. Кушать я люблю. Что я забыла сделать? Я забыла посолить и поперчить. Но я это сделала умышленно. Потому что от соли у меня почему-то в последнее время с утра лицо оттекает. Но это я такой вывод сделала, что от соли. Может, не от соли, конечно. Мои уже все поужинали. Когда они ужинали, я не хотела гречку кушать.
Думаю, сготовлю себе что-нибудь повкуснее. Это очень вкусно. Были бы креветки, как креветки было бы вкуснее. Креветки. Как это вкусно. Я пасту могу есть утром, в обед и вечером. Я, наверное, в прошлой жизни итальянкой была. Всем приятного аппетита. Если кто вдруг будет смотреть меня и в это время кушать. Девчонки, напишите, пожалуйста, в комментах, кто за мукбанги. Если кто-то напишет, что за, я буду только рада. Как это вкусно. Мы с Кариной уже где-то 4 или 5 дней не ужинаем. Ну как не ужинаем? Мы завтракаем часов в 10. Потом мы эти дни по делам, как утром выезжаем. И приезжаем домой часов в 5, начало 6. Вот мы второй раз покушаем и все. И получается, мы завтракаем, и у нас вот поздний обед. Ужин мы пропускаем. Ну на ужин можем кофе просто выпить без ничего. А это... Как без ничего. Я вчера съела две конфеты «Пьяная вишня». То ли в коньяке она, или в ликере какая-то пьяная вишня была. Каринка без ничего. Она говорит, сейчас поужинаешь, потом будешь жалеть. Не буду жалеть. Как это вкусно. Ладно, доедать буду одна. С вами буду прощаться. Спасибо большое за лайки, за подписки. Отдельное спасибо за комменты. Приветствую на канале новых подписчиков. Я смотрю, у меня подписчики набираются. Думаю, будем дружить. Все, увидимся в новых влогах. До завтра.